уже либо нашли ответ, но не уверены в них, либо защелкали, но еще не поняли, что именно. А есть ли возможность объяснить человеку то, что он действительно не знает? И вообще есть ли в этом смысл? Well, you're correct that people ask questions for a variety of reasons. Правда в том, что люди задают вопросы по целому ряду причин. And some questions are more genuine than others. И одни вопросы более такие настоящие, чем другие. And I can usually tell. И обычно я умею различать, какие вопросы какие. So, of course, I personally respond much better to sincerity. Я лично больше откликаюсь на искренность, на искренние вопросы. And I am afraid my temperament is I have very little patience for questions that are there only to demonstrate how much the questioner already thinks he knows. И из-за моей природы у меня обычно очень мало терпения для вопросов, которые задают исключительно с целью показать, как много уже знает тот, кто задает вопрос. But sincere questions are always welcome in my talks. Ну, искренние вопросы всегда приветствуются на моих беседах. Я несколько раз, когда задавал вопросы, и в общем, по большому счету, все касались меня. И если они были действительно искренни, то внутри охватывал такой трепет, и ответа уже не слышал. Собственно, наверное, результатом было только возможность его высказать. Доформулировать. И создается ощущение, что я эти вопросы задавал для себя. Потому что ответа уже я не слышал. И так было неоднократно. Эти вопросы нужны? Они прозвучали. They happen. Они прозвучали. We can say there is a need on the part of the universe for the question to be asked. Мы можем сказать, что вот со стороны Вселенной была такая потребность для того, чтобы эти вопросы были заданы. And in order for that question to be asked, a body-mind mechanism such as yours had to be created. И для того, чтобы эти вопросы были заданы, нужно было создать организм тела ума для того, чтобы он задал этот вопрос. So we can say that the reason that you exist Так что можем даже сказать, что вы существуете потому, is in order to ask that question. чтобы задать этот вопрос. Спасибо. Этот ответ напоминает старый
старую такую смешную притчу. This actually reminds me of a very funny story. Когда мужик умер, When this guy died, и к Богу пришел и говорит, можно? Говорит, я задам один вопрос. he came to God and said, can I ask one question? И говорит, в чем был смысл моей жизни? What was the meaning of my life? Он говорит, это всего лишь. And God asked him, Да. yes, Не проблема. no problem. Помнишь, когда тебе было 28, ты ехал в поезде, там, не знаю, Москва-Владивосток. When you were 28 and you were in a train, И на 7-й день пути, когда ты обедал в ресторане, в and ресторане, on the seventh day, из-за соседнего столика попросили, соль подай. in the cafe, and someone asked you, you know, Он говорит, вот. he said, Вопрос yes, the question is that. во всем, что касается быта или бытовых каких-то вопросов или иронии, хватает сил даже посмотреть в глаза. А в том, что касается действительно каких-то сокровенных вещей, уже слова текут просто куда-то мимо. Мимо меня, мимо, ответ течет мимо заданного вопроса. В том плане, что ты меня слышишь. Да, я буду перестать слушать. So when it comes to something that you really important into questions, it's like the words for whining and I don't hear it. But perhaps someone else hears the answer. Возможно, кто-то другой услышал ответ. Perhaps that answer changes their life, И, возможно, этот ответ изменил ему жизнь. hopefully for the better. И я надеюсь, что к лучшему. Whenever we look at singular causes for things, Всегда, когда мы ищем какую-то одну причину для чего-то, it's always just an amusing little story. это всегда превращается просто в такую забавную историю. Because there is no singular cause for anything. Потому что не бывает какой-то одной причины для чего-либо. Everything that happens is the product of vast universal forces. Все, что происходит, является продуктом огромного числа вселенских сил. Untold billions of things are responsible for your action. Миллиарды разных вещей ответственны за ваши действия. And untold billions of things result from your action. И результатом ваших действий тоже являются миллиарды разных вещей. But when we say, well, what caused this? Но когда мы спрашиваем, что вызвало вот это, What was the result of this? или каков был результат этого, We simply tell a very simple story. мы просто рассказываем какую-то очень простую историю. This caused this, Вот это вызвало это, this resulted in this. это стало результатом этого. Nice and simple. Все очень мило и просто. And it's useful to function as a human being. И это очень полезно для того, чтобы функционировать в качестве человека. But it is not an accurate representation Но это не верное of how описание things are. того, как все на самом деле обстоит. I'll give you well, you know this one, but it's a simple example I use. Вот простой пример, ну, ты его знаешь. We say that when you flip the switch, Например, мы говорим, что вот когда нажимается на включатель, it causes the light to go on. из-за этого включается свет. Very simple thing. Это очень простая вещь. And it is useful as far as it goes. И это полезно, до какой-то степени.
But if you think this is the truth, Если вы считаете, что это и есть истина, that flipping the switch causes the light to go on, то вот включаешь свет и нажимаешь на включатель, и из-за этого включается свет. one day you're going to flip the switch Ну, а когда-нибудь вы вот нажмете на выключатель, and the light is not going to go on. а свет не включится. Now what? И теперь что? All you can do is sit there and to keep flipping the switch. Тогда все, что вы сможете сделать, это просто стоять там и продолжать постоянно нажимать на выключатель. You say, flipping the switch causes the light to go on. Потому что вы говорите, ну как же, вот именно нажимая на выключатель, включается свет. Now, suddenly the entire universe is out of order. А теперь вдруг выясняется, что вся Вселенная уже действует как-то неправильно. I knew this. Flipping the switch turns the light on. Я же только знал, что когда нажимаешь на выключатель, из-за этого включается свет. What has happened to the universe? Что же случилось со Вселенной? It is no longer functioning. Она уже больше не функционирует как надо. But the truth is, flipping the switch does not cause the light to go on. Но истина в том, что нажатие на выключатель не является причиной того, что загорается свет. Flipping the switch is only one factor Нажатие на выключатель – это всего лишь один фактор amongst billions of factors среди миллиардов других факторов, that cause the light to go on. которые делают так, что свет включается. So the understanding that this teaching points to То понимание, на которое указывает это учение, is that everything that happens, состоит в том, что все, что происходит, everything that I do, все, что я делаю, does not have a singular cause, не имеет какой-то одной причины. meaning me. I am not the cause. Имеется в виду я не причина. I do not cause what I do. Я не причина того, что я делаю то, что делаю. I am simply one factor Я лишь один фактор in what I do. в том, что я делаю. And there are truly an infinite number of factors И существует бесчетное число факторов, that are linked to what I do. которые связаны с тем, что я делаю. And to recognize this И для того, чтобы это увидеть, is to become free. вернее, когда вы это увидите, вы становитесь свободным. Контролировать эту одну причину. The desire to control this one cause. Пальцы белые. Палец от них был. Like my fingers are white from trying to do so. Yeah. But what makes it so seductive Но это столь соблазнительно, is that sometimes you can control some very small things. это потому что иногда действительно можешь контролировать что-то маленькое With a reasonable frequency. с каким-то постоянством. And that is why we teach children Поэтому мы учим детей
if you want the light to go Но on, если ты хочешь, чтобы свет включился, flip the switch. нажми на выключатель. Because we can learn that there is a pattern in things. Потому что так они научатся, что существует некий паттерн. And this is very useful for living. Это очень полезно, но для повседневной жизни. And it is not necessary to explain to this 2-year-old child И нет необходимости объяснять этому двухлетнему ребенку, to make the light go on, you must first build an electric plant. что для того, чтобы свет включился, нужно сначала построить электростанцию, And then create a power grid а потом все это между собой сконтачилось, that will run through the circuit breakers in our house, и потом все это придет в провода в нашем доме, that will supply electricity to the switch. и таким образом электричество подойдет к That when you выключателю, flip the switch, will turn the light on if the light bulb is working. и тогда, если нажмешь на выключатель, свет включится, если будет исправная лампочка. All of that is true, Все это действительно так и есть. but it is not necessary for basic human function. Но об этом нет необходимости говорить для того, чтобы просто функционировать в повседневной жизни. But we are gathered here today not to learn how to function better. Но мы здесь собрались с вами сегодня не для того, чтобы понять, как лучше функционировать. That is not why, well, that's not why I am here. По крайней мере, я здесь не для этого. Perhaps you are here to learn how to function better. Возможно, вы здесь для того, чтобы научиться лучше функционировать. And if so, you're going to go away very disappointed, Если это так, то вы уйдете очень разочарованными. because that is not what is being offered here. Потому что это не то, что здесь предлагается. What we are pointing at is a deeper understanding, Мы указываем на более глубокое понимание, a unifying understanding на целостное понимание, that includes all of it. которое включает в себя абсолютно все.
этими сновидениями как-то работаете, или вы просто их смотрите как кино? Do you, what do you do today, or do you just watch them? I'm not aware of doing either, actually. На самом деле я не осознаю, чтобы я делал ни то, ни другое. There's no separation from my dreams. У меня нет никакого чувства отделенности от моих снов. I experience my dreams in the same way I'm experiencing you now. Я переживаю свои сны точно так же, как я переживаю опыт вас в данный момент. And I'm not controlling this. Я не контролирую то, что сейчас происходит. I don't feel the need to control this. И я не чувствую необходимости контролировать то, что происходит Nor сейчас. do I feel the need to control my dreams. И я также не ощущаю необходимости контролировать свои сны. All is a source of amazement to me. Все является для меня источником изумления. Я про контроль говорю, что это там у меня полезные какие-то идеи могут быть приходить во снах. Я правильно? I'm not talking about controlling the dreams. I mean that maybe some interesting ideas or something come up in your dreams, something which you can use. I rarely remember my dreams. Я редко помню свои сны. And of course, I rarely remember what happened 5 minutes ago. Я думала, что вот не помнить вот этот день, это патология какая-то. А я тоже не могу помнить. I thought that if you don't remember what happened to you, this is like some sort of pathology, symptoms, remember what happened to you. Вот утром, например, не могу вспомнить. Like I can't Или, remember, например, вечером я не могу утро вспомнить. like in the evening, I can't remember what happened this morning. Я думала, что это патология. I think it's some sort of А вы pathology. сказали, что не помните. So we have this pathology together. Значит, у нас общая патология. Получается, что когда я не причина того, что происходит, ну, со мной как бы, да, вроде так все просто, ну, вообще как-то легко становится. Очень все просто. It turns out that if I'm not the cause of what happens, everything then becomes very, very simple. Does. Но с другой стороны, когда происходит что-то со мной, как бы, ну, не то, что извне, а вот, ну, как обстоятельства, там вроде понятно, ну, обстоятельства так сложились. Но когда я делаю, в это сложно поверить, потому что ну, это же как будто бы я делаю. And when something happens, when some circumstances arise, it's quite easy to believe this. But when I do something, this is harder to understand because it seems like I'm the one who's doing it. So this is where I have a concept I use to point to a subtle difference. Поэтому у меня есть концепция, которую я использую для того, чтобы указать на тонкое различие. And the subtle difference is between doing something Это различие состоит между тем, чтобы что-то делать, and feeling that you are authoring the doing of something. и между тем, чтобы что-то делать, и между чувством того, что я являюсь автором своих действий. So, this feeling that you are authoring the doing of something Это чувство того, что я являюсь автором того, что делаю, is actually a secondary involvement. это на самом деле некая вторичная вовлеченность. There is the doing, Есть само делание, and then there is the attachment to the doing.
Потом есть то, что присоединяется к этому действию, which I call the claim of the false sense of authorship. и я называю это притязанием ложного чувства авторства. And this does not happen to everything that you do. И это происходит не со всем, что вы делаете. If you look throughout the day, you do things, Если вы посмотрите на свой день, вот вы много что делаете, and there's no sense that I am doing them. и у вас нет ощущения, что вот я это делаю. They're simply happening. Это просто вот что-то, что происходит. And yes, I am the one through which they are happening. И мы понимаем, что да, я есть тот, через которого все это происходит, But that subtle sense that I am responsible for this thing, но это тонкое чувство того, что я ответственен за это действие, that I am the author of it, что я автор этого действия, that I'm making it happen. что я заставляю это действие происходить. It is this sense which attaches to the doing, Это чувство, оно присоединяется к самому действию. and it is this which causes suffering. И именно оно и вызывает страдания. The doing will result in pleasure or pain. Действие будет иметь в качестве результата боль или удовольствие. The doing, which is claimed by the sense of authorship, А действие, к которому присоединяется чувство авторства, inevitably results in suffering, неизбежно ведет к страданию. which is different from pain. А страдание и боль – это разные вещи.